Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи Михаил Чаплыга. Миш, здравствуй. Приветствую, друзья. Ну что, достаточно напряженная ситуация, мировая ситуация не менее напряженная. Но начать я хочу с неожиданного. Нет, совершенно даже не с наступления вооруженных сил Украины, о котором говорят сейчас все, обсуждают, приводят списки населенных пунктов, которые занимают ВСУ, рефлексируют на День России, Медведева, флаг Российской Федерации, прифотошопленный на Майдане на фотографии. Начать я хочу с очень резкого, ну вот такого галопирующего движения США в сторону, внимания, реформирования ООН. Это просто что-то необыкновенное. Плюс 6 стран, ну, до 6 стран в Совбез и дискуссии с правом вето, без права вето, консенсус или, скажем так, большинство. Миш, ну, с одной стороны, это смахивает на какой-то предвыборный, ну, скажем так, движ Байдена, но с другой стороны, в апелляции к тому, что это нужно принимать и вот прям этим заниматься, реформировать мир, ООН, привязка Украины сумасшедшая, потому что все, кто комментирует и выходят с этими инициативами, говорят, ну смотрите, не может ООН отреагировать на конфликт в Украине, поэтому давайте-ка, поднатужьтесь. Что думаешь, это вот прям какой-то абсолютно неожиданный поворот? Нет, он совершенно не неожиданный. Этому повороту уже 100 лет в обед. Более того, этот поворот, вообще это все готовится на осень, когда осенью будет собрание общее. Вот, то есть еще куча времени до этого всего. Ну, и я думаю, что это длинная песня. Это действительно предвыборная кампания, причем каждый ее использует по-своему. Потому что чуть ранее, до США, вышла Россия с той же самой идеей. Только идея России, давайте расширим Совбез ООН странами глобального юга. Потом вышел Китай, говорит, слушайте, да, точно, надо реформироваться. Китай выдвинул свою группу стран, которые он уже окучил, да. Потом, наконец-то, проснулся Байден. Добрый вечер. О, и нам надо реформировать. Ночью у нас выборы, да, по-моему, да, вроде как утром были. Вот. Поэтому, да, надо срочно. Теперь США будут реформировать. Да, все будут реформировать. Знаешь, этот анекдот про ворону, да, вот это я всем его рассказывал перед выборами, да, когда на борт самолета ворона заходит, там звери, и все деловито ворона начинает раскручивать какую-то гайку. И все звери, ворона, а что ты делаешь? Я говорю, ну как, что, выпендриваюсь? Тебя можно мы? Можно. И все давай эти гайки выкручивать. Самолет взлетает, разваливается к ядрене матери, ворона парит, значит. Вот, звери, что делать? Ворона говорит, ну как что? Говорит, ну, лететь? Говорит, а мы не умеем. А что выпендривались? Да? Вот то же самое здесь. Я не понимаю комментаторов, которые комментируют вот эту новость теперь уже от США. Что вы комментируете? Ну, сейчас возьмут Китай с Россией, пореформируют так, как им надо. И что будет? Ну, дальше что? Биться головой об стену или что? Ну, тем более этот ООН уже, да перекреститесь и отпустите вы его. Лига наций сдохла перед, ну, Первая мировая, что забыли, что ли? Потом была Вторая мировая. Потом ядерные державы, обладающие, ну, некоторые из них, две, обладающие полной ядерной триадой, создали этот Совет Безопасности. Ну и все. Господи, да мир поделили те, у кого есть дубина. Больше ничего. Вы можете его реформировать, не реформировать. Дубина ядерная есть, а у нее это полная триада или не полная? Все, если есть полная триада и дубина, ну так вам этот СБОН вообще нахер не нужен. Вот и все. Вот и весь мир. О чем мы говорим? Но людям хочется о чем-то поговорить. Видимо, ну, не знаю, там, тарифы. Что там с репарациями и контрибуциями? Напомни мне, пожалуйста. Я все хочу поймать репарацию, потому что она сильно впилась в контрибуцию. Я не могу никак разобраться, где голова, где хвост. Что с репарациями и контрибуциями? Ладно, с тем СБОН. Ну, то есть, вы понимаете вообще, о чем я? Займитесь делом, называется. Тут странная история, да, репарация, контрибуция напомнили мне вот эту историю с украинскими подземными хранилищами газа, и мы вот, О, это мы серьезно. вот, помнишь, периодически, да, вот вынимали оттуда на свои нужды и потребности в мирные времена объемы газа. Теперь не получится, потому что европейцы будут у нас хранить. Ну, подожди, еще ничего не хранить не будут. Я вам скажу сразу. Это было за 1,5 или за 2 года до начала войны. Вы что думаете, что корни войны растут прямо вот из 24 числа? Слушайте, когда начался Очаков, я вам сразу сказал,
что, куда и как будет. Понимаете? Потом выходил министр один, не будем тыкать пальцами, смеялся нам всем и говорил, земля-то украинская, кирпичи украинские. Ну, кто тебе сказал, что база британская? Ну, посмеялись, ну, а что, нормально, смеемся до сих пор. Вот. А перед этим вышел один такой толстенький, президентом был. Вот. Изнасиловал Конституцию. Вот. Знаешь, как с этими НАТО, шмата, значит. Говорит, а мы в НАТО будем. Ну, знаешь, как это. То есть нормальная, умная женщина что делает? Сначала заключает брак, а потом дает. Правильно? Знаешь, как это? Чем женщина отличается от телевизора? Да? Или телевизор от женщины? Да? Ну, вот, сначала показывает, потом ломается, да, или наоборот. Вот то же самое здесь. Надо было заключить брак сначала с этим НАТО, а потом базы строить, все, что хочешь делать. Не, мы сначала вступаем в половую связь с Конституцией противоестественным образом, ну, ради своих выборов, да. Вносим туда НАТО, НАТО от нас бежит куда-нибудь в сторону Антверпена, вот, там уже дальше море текать некуда, понимаешь, до сих пор убегает. Ну, теперь уже, правда, прячется на Балтийском море, в Литве где-то прячется. Они бегают так по побережью. Думают, где бы уже спрятаться, а там море, понимаешь? Но мы их героически догоняем, да. Они уже резиновыми зинами у нас кидаются. Ну вот. Говорит, в НАТО, да, Конституцию НАТО запишем. Давай, блин, ну ничего, сейчас будет Вильнюс, да. Вот. Мужчина будет слазить, мы ему будем говорить, вы на нас обещали жениться, а он говорит, мало ли, что я на вас обещал, да. Ну вот приблизительно ту картину мы услышим. Вот. Корни они раньше. Ты мне вот напомнил, да, по поводу этих корней, там, этих, господи, хранилищ, баз этого газа и так далее. А ты забыл, как мы на Банковой журналисты поймали неких товарищей из Минэнерго США, которые были за 2 года до этого всего, а я тогда точно помню, года 2 назад в эфирах говорил, ребятки, а вы в курсе, о чем говорили тогда товарищи на Банковой из Минэнерго США? О том, что мы через прокладку поляков, кстати, мы же в Польшу тогда ездили, 2 года назад, что забыли, да? Когда мы отдали нахрен вообще все, газодобычу, все нахер отдали. Теперь через прокладку поляков. Это было тогда, 2 года назад. Добрий ранок. Просынаемся, посполите. Добрый ранок. Это все было тогда. Кстати, я вам напомню, на инаугурацию президента, может быть, кто-то забыл, кто приехал? Глава Минэнерго США. Да. Минэнерго Да. на инаугурацию президента. Совсем уже тупорылые эти пони и так далее. Что, не понимаете, что происходит, что ли? Привет Драгон Капиталам этим всем, еврейским, как они там, эти, Блэк Роки и так далее. У нас теперь суверенный фонд будет. Что, вы не поняли, да? Нам Арабские Эмираты будут суверенный фонд делать. Ну, такой, частная корпорация государства. Ну, а что нет? Вот. Теперь хранилище, да? Скажи, пожалуйста, хоть один удар был нанесен по хранилищу? А по газотранспортной? А когда у нас заканчивается контракт с русскими по прокачке газа, и сколько будет стоить вообще эта газотранспортная система, которую в свое время отдали товарищам Рокфеллер, это у русских, у нас Ротшильды. Забыли Ротшильды, да, эти фонды, слепые трасты. Ну, в 24-м. Да, привет. А в 24-м, мой друг, оно заканчивается. Слушай, подожди секундочку, новость у меня тут где-то под рукой была. Под рукой была новость. Пишет нам некий Хабек. Хабек пишет нам. Не путать его с другими Хабеками. Это вице-канцлер, министр по делам экономики, защиты климата ФРГ Роберт Хабек выразил обеспокоенность, не глубокую пока, просто обеспокоенность, тем, что Германии придется существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу. Перевожу. Да нам трындец будет просто деиндустриализация. Мы тут сначала из Украины делали великую аграрию, там, где Сорос бубен по ночам поднимает, вот это не луна круглое тело, а бубен освещает, значит, нам это копателям земли светлое будущее. А теперь они переживают, говорят, индустрии у нас не будет. Ну, не будет, коню понятно, не будет. Откуда у вас? Зачем птицам индустрия вообще? Ну, надо деиндустриализироваться, экология, там, свежий воздух, эти какашки, эти коровьи, как они, кизяки и ветряки, нормально, чего уж тут. Вот. Понимаешь, что происходит? Это не про газ вспомнили. Друг мой, а ты не хочешь связать эту новость про хранилище газа с новостью, например, про аэропорт во Львове? Это была очень странная затея, но я как и ты, да, вот мы как граждане Украины, мы понимаем, что просто так некто товарищ Козицкий рта не откроет, особенно по такому важному вопросу. Так и понятно, что не откроет. Скажи, пожалуйста, какие авиакомпании эвакуировали свои самолеты? Не напомнишь? Визер вывез свои? Вывез.
Скаяп Ахметова вывез? Вывез. А остальные что? А, кстати, забыл. Турки 2 военных самолета вывезли. Правда, не с первого раза. Первый раз плюнули на спину этому Эрдогану, сказали, иди нах. А потом, да, потом слили ему эти самолетики. Он пару раз еще, так сказать, договаривался, да, отдали ему. А остальные 40 самолетов в качестве заложников прикрывают аэропорты, я правильно понимаю? Ага. Ну, не всем так повезло, не всем. Да, и аэропортам не всем повезло. Вот во Львове повезло, понимаешь? А не хочешь наложить это на слова Киссинджера и этого Фукуяма такой есть? Знаешь, эти либералы бегают и поклоняются товарищу Фукуяме, вот так. О, великий либеральное светило, философ, 4 слова смог связать. О, великий философ, да, это же Стэнфорд, ядрить твою дивизию Мадрид, понимаешь? Вот, вот эти двое. А это они не часом говорили, а давайте в НАТО Украину примем частями. А именно моя фраза понравилась. Помнишь, меня спрашивали, Михаил, мы в Европе будем? Я говорю, конечно, вы будете в Европе, но не все сразу, да. Парные органы – это роскошь в наши дни, сказали BlackRock. Сначала правый глазик уедет, да, потом левая почка, а потом в целом, в принципе, вы будете, конечно, да, в Европе. Чего уж тут. Вот. И тут выходит товарищ Киссинджер вместе с товарищем этим Фукуямой, Фукуяма, вот, и говорят, вы знаете, дайте Украину частями примем в НАТО. Ну, а что нет? Говорит, ну, Крым, зачем им Крым? Птицам Крым не надо. Ну, чего ж тут? Ну, нету Крыма. Ну, да, знаешь, а где Крым, а там и все остальное, оно ж такое, да? Вот. Потом всякие эти анархисты в моем лице начали выходить. Берут циркуль, гады, блин, понимаешь? Вот так втыкают его в границу Украина-Польша и рисуют дугу 450 километров, в радиусе которой может работать старый 80-х, 70-х годов F-16 при поддержке АВАКСа, который дальше границы Украины с Польшей никак не пролетит. А потом берет то же самое делает с точки зрения Румынии. Ух ты, у него по Днепру выходит, понимаешь? И как-то вот эти слова Киссинджера заиграли новыми красками, да, с этими Фукуямами. А потом вспоминается, что ленд-лиз, вообще-то это на будущее, когда мы уже вас поделим и частями примем. А потом вспоминаются слова о том, что 2 ярда, представляешь, нам дали 2 ярда. Помнишь, недавно, в пятницу, когда там выделили. Да, но сказали дадим, да, но не сейчас. Через 2, ну ладно, может через год. Самолеты тоже. Ну, как это, 2-3 месяца, 2-3 месяца. Ну, Патриоты до конца 2024 года сегодня прошла новость. Патриоты, да, до конца какого? 24-го это какое тысячелетие, прости. Ну, в принципе, да, пусть будет так. Вот. И все это туда. Понимаешь, о чем вообще я говорю? Мы же начали с газохранилищ. Скажи, пожалуйста, а что-то случилось с заводу по производству неона, а от него очень важный магазин в Одессе? Не напомнишь мне? Он как там, сгорел? Не сгорел? Не, работает. Работает? Не, ну он не совсем работает, но целый, да, удивительно рядом. Ага. И по газотранспортной вроде ничего, ну, правда, до 24-го. И тут немец выходит такой, говорит, да вы знаете, кранты, собственно, вообще не понимаю, что кранты. Вы же нам рассказывали, что мы великая агрария. Давайте нахер все порежем, рельсы на металл. Этот выходил, как его, диджей у нас, известный диджей, он великий железнодорожник. Говорит, да ну ее нахер, вот эту социальную функцию железной дороги. А давайте попилим все на металл и вывезем его нахер. Ну, слушайте, это же гениальная идея, KPI. Село Лобковая Балка, зачем им этот вокзал в Лобковой Балке, я вообще не понимаю. Порезать шпалы, блин, спалить к ядрене матери. Это все, оставить только ветки. Ветка какая нужна? Ветка нужна для вывоза в порт Одессы, чтобы мы могли вывозить все, что тут это вырастили аграрии. И вторая ветка на запад. Все, 2 ветки. И для этого надо мощные тепловозы, которые нам поставят там Канада и другие, кто там в Казахстане их собирали. А больше железной дороги пусть пешком ходят. На велосипеде. Кстати, на велосипеде, кажется, нельзя. В автобусе один пробовал на велосипеде ездить. Нет, как в автобусах на велосипедах ездить по Киеву. Понимаешь? Вот, ладно, это я отступление сделал в такой сатирической форме, потому что, видимо, по-другому до по ней не доходит, что произошло. В общем, ясно, да, за транспортное. Теперь будем там хранилище. В хранилищах будет европейский газ. Ну, нормально. А что, вы думаете, там был газ наш когда-нибудь? Я вас расстрою, там нашего газа не было. Вы думаете, там Европа будет закупать газ где-то на Северном море, Северного моря, с сумасшедшим логистическим плечом за космические деньги, она будет этот газ принимать, качать его через всю Европу в Украину, тут его хранить, а потом его обратно отсюда выкачивать. Розовые пони, цоки, розовые пони. У вас с мозгами все порядке? Помнишь, реверс был? Реверс. Реверс, конечно, сладкое слово реверс. Зачем поням кушать? Радугу пусть кушает. Дело в том, что у нас 80% добычи газа, особенно во время войны, нелегальная кража. Нелегальная кража. Его не существует. Вы за него платите.
Но его нет. А потом, Реверс. Миш, как-то очень странно в Полтавской области землетрясения, ну такие небольшие, ну не, Ну, потому что гидроразрыв, да, не понятно. Ага. Ну, это, катастрофические, но землетрясения в Полтавской ну, области. гидроразрыв. Ну, понятно. Ну, по ням расскажем. Это отголоски турецкого. Оно отразилось от земной оси и вернулось в Полтаву. А то, что там гидроразрывы, народ тырит как последний день и убивает нахер экологию, всем плевать. То есть теперь мы поняли, значит, что в украинских, точнее, когда-то они были украинские, газохранилища, когда-то были украинские, будет храниться совершенно не тот газ, который пригонят русский, который гонят и так через два плеча, гонят СПГ, да, теперь русские теперь на СПГ сидят и хорошо зарабатывают. Нет, это будет наш газ, ворованный, неучтенный, которого нет, но под видом того, который якобы идет с Северного порта. Идрис. Знаешь, как вот хотелось бы дополнить картину маслом. Ну, то есть вы поняли, да, недр нет, как это называется, суверенный частный фонд Арабских Эмиратов, репарации вступили в половую связь с контрибуциями и не родили ничего. Родили BlackRock, я понял, да. Оплатят это все посполитые, которые чудом выжили. Им это расскажет Национальный банк вместе с МВФ, Минфином и финмониторингом и фискальной службой, гады каким-то образом успели выжить, еще налоги не платят. Плюс мы поднимем тариф ЖКХ, да. Ну, нормально, смотри. Но только люди не знают одного. Историю про МВФ, знаешь, вот это народ говорит, вот этот МВФ приходит и пишет нам гадкие условия. Потом выходит власть и говорит, вы знаете, простите нас, поскольку денег нет, ну, мы защищаем Европу, нам все дают, просто потому что нас любят, а почему-то денег нет. Ну, то есть каждый месяц заходит 3 миллиарда долларов, доллары в Украине не ходят, потом каким-то магическим образом доллары исчезают, хотя они не ходят в Украине, и пенсии в них не выплачивают. Но, видимо, выплачивают репарации. Вы знаете, я подумал, наверное, репарации такие есть. Потому что если 3 миллиарда заходят в месяц, а потом они исчезают, а потом нужно новые 3 миллиарда, то, наверное, это репарации. Или это контрибуции. Я прям не знаю, как бы их правильно назвать. И поскольку вот этот двигатель работает вечный, да, поэтому денег нет, товарищи, поэтому мы зависим от МВФ, говорит нам власть. А раз от МВФ, что написали, то и будем делать. Правда, такие товарищи наглые, как в моем лице, имеют наглость поинтересоваться, а где я могу посмотреть, согласно Конституции Украины, ратифицированный международный договор с Международным валютным фондом. Не напомнишь? Только меморандум. На какой странице? Подписи чьи-то есть, да? А где я могу увидеть ратифицированный договор? В парламенте? Нигде, да? Ой, что же происходит-то? Удивительно, да? А теперь смотри внимательно. Выходит Национальный банк Украины и говорит, вы знаете, впервые мы достигли пика, впервые за 11 лет. То есть у нас уже больше года война, жрать нехер, начали сношать посполитых и выдавливать из них парные органы, ради восстановления и контрибуции, потому что репарации, видимо, утекают, вот эти по 3 миллиарда. А Национальный банк говорит, вы знаете, мы добились удивительных успехов. У нас золотовалютные резервы побили рекорды 11 лет. Перемога, да? Я сижу и думаю, ядриська, значит, получается, мы у себя рекордно за 11 лет во время войны, когда нам очень плохо, складируем американскую инфляцию в их долговых бумагах, и за это должны. Я правильно понимаю? При этом приходит Международный валютный фонд, говорит, вы знаете, я вам дам, вот просто математика для розовых коней, я вам дам 10 миллиардов, я вам дам под 3%, 10 под 3. Только одна беда, 5 вы мне должны вернуть за проценты предыдущие. В итоге мы получаем 5, но под сколько процентов теперь мы, мои друзья? Если реально мы получили не 10, а 5, а 10 было под 3, под 6. Ёпсель-дропсель. Кто еще не поимел страну в этот удивительный период? Зачем же нам золотовалютные резервы? Когда жрать-то дома нечего, а мы складируем. Вот оно что. Пирамида ОВГЗ, облигации внутреннего державного займу, частная пирамида долгов. Извините, вы их знаете лучше, как пирамида имени Маркаровой. Да, была успешна. Настолько успешна, что эвакуировалась США с дипломатической неприкосновенностью под видом посла. Гениально.
Поработала, да, пирамида долгов, там все эти ЕРСки там и так далее, это удивительно, что, они себя называют инвестбанкеры, инвестбанкеры, Томас Фиала, его партия «Голос», инвестбанкеры, они инвесторы, понимаешь, они инвесторы, скупают частный долг Украины, да, но беда в том, что ни один заграничный под видом, ну, местных там, типа Фиал и так далее, ни один инвестор, естественно, Бабкин, какой инвестор, это просто эти, сатрапы приходят, значит, падальщики. Значит, мы вам там дадим 100 гривен, вы нам должны будете. Значит, мы готовы купить в пирамиде этой внутреннего долга, готовы купить ваш долг. Значит, но мы вам бабок не дадим, вам все равно дышать нечем, вам нужно брать займы. Но не дадим, потому что вам отдавать нечем. Сделайте гарантии. Мы тогда, значит так, надо, чтобы эти все частные, клуб частных кредиторов. Помнишь, такой после Майдана было, так удавку затянул, называется ВВП-варанты. Это, чтобы Украина вообще не развивалась, больше 3% ВВП. Натянули, в Раде тогда табло выключили, вообще выключили табло, когда за это голосовали. А теперь приходит этот второй раз, снова здрасте в нашем магазине, знаешь что? Приходит, да, этот клуб частных кредиторов, говорит, да, что опять, да? Ну, опять, да, ясно. А чем отдавать будем? Говорит, нету, война, знаете ли. Говорит, так идите, решайте с МВФом, пусть вам Национальный банк положит свою инфляцию пиковая за 11 лет. Вот сколько у них бабла, вот сколько они бабла вам положат туда, то есть это же вы тратить не имеете права, складируйте. То есть если вдруг совсем плохо, чтобы мы знали, что вы это, что оно у вас есть, что вы отдадите. А мы вам будем в долг давать под это бабло, типа залог, да? Угу. Ага, ясно, хорошо. Мы такие раз, алло, это МВФ? МВФ, надо денег, потому что ЕРСК с частными кредиторами, блэкроками, по-другому нам не дает. Надо, чтобы вы положили бабло, что типа оно у нас есть, а мы будем за это платить проценты, оно хоть там лежит. А вы нам дайте туда бабло. Ага. А те им такие раз говорят, так вообще вопросов нет. А чем отдавать будете? Мы же, МВФ это обычная финансовая спекулятивная контора. Чем отдавать будете? То есть мы вам дадим бабло, вообще вопросов нет. 5, 10, сколько вам надо? И под процентом, сколько вам там дать. А чем отдавать будете? Наши такие, как чем? МВФ говорит, напишите план, то есть вы же правительство, вы же типа умные вот такие, да, напишите, вот как вы будете нам, мы должны это поверить, и вообще вопросов нет, дадим вам бабло, пойдете потом у этих блэкроков брать инвестбанкеров искать. Наши такие, раз, а что может придумать правительство Шмыгаля? Говорят, значит так, пункт первый, вариант, да, мы изобретем гиперболоид инженера Гарина и продадим его маску за 4 триллиарда. Нормальный план, я считаю. Пункт 2. На выбор. Пункт 2. Продадим ДИИ вместе с нашим министром Сомали для развития демократии. За очень большие деньги стартап. И третий пункт. Выжмем штуку баксов с несчастных посполитых, потому что парные органы у нас роскошь. А теперь внимание. Каждый из вас МВФ. Какой из этих 3 пунктов вы выберете и скажете, что он достоверный? Понимаете? Ага. Так и запишем. Значит, парные органы это роскошь. Все, есть. Меморандум. Смотри. У меня меморандум есть. Смотри, меморандум. Все. А потом выходит правительство и говорит, это не мы, это злой МВФ. Это МВФ нам меморандум припер. А как же работает эта схема? Мишенька, мои друзья, вы что, работаете, да? От работы кони дохнут. И только геморрой появляется. Значит так, на сцену выходит Майбах, золотой Майбах НБУ, который вам рассказывает о том, что МВФ злой. Злой МВФ пришел. Понимаешь, гиперболоид Гарина им не нравится, а парные органы, посполитых можно брать. Да, гады. Выходит НБУ и говорит, вы знаете, что-то как бы жирует вот этот мировой банк в лице министра финансов. Ты не знал, да? Это одно и то же. Жирует. Кстати, министр юстиции оттуда же. Жирует, да. На этих облигациях, на этих всех. Знаешь, кто возьмет билетов в пачку, тот получит водокачку. Водокачку получают, продают, уезжают на Кайманы, да, остается нам непонятно что. Канализация. Ясно. И тут Национальный банк говорит, вы знаете, а мы теперь будем делать депозитные сертификаты для банков. Все же знают, что Национальный банк дает рефинанс. Знаете, что такое рефинанс? Это, когда в банке денег нет, частном, а он ему дает под какие-то проценты, гривну берет, печатает. Бери, я себе еще нарисую. И под процент. Беру и нарисую, и под процент. Да? И дает банкам. Но зачем в цивилизованной стране, зачем НБУ, и вообще Центробанки, или там регуляторы печатают деньги и дают их частным банкам? Потому что Национальный банк, или Центробанк, или там регулятор, он не имеет права напрямую давать гражданам.
Для этого есть система частных банков. Ага, а гражданам нельзя. А как граждане получат? Граждане получат через экономику. То есть, если национальный банк дает деньги частным банкам, те должны вложить в экономику, экономика питает граждан, ну и закрутилось, да? Слушайте, это такое чувство, что не в Украине живете. Делается все по-другому. Значит, рефинанс, вот на это все, печатается, я тебе себе еще нарисую, печатается под, пусть грубо, под 10%, под 10%. Напечатали, банки тут же, бах, под 10%. А теперь сидят и думают, куда бы их отдать. Томашу Фиале отдать, значит, там под 15, да, в эту пирамиду ОВГЗ, которую мы только что обсудили, под гарантии МВФ, который вешает нам гиперболоиды Гарина и так далее. Ага, зачем, если Национальный банк тут же это же бабло забирает себе обратно под 20% своего сертификата? Ёпсель. Значит так, сижу я, приходит ко мне Национальный банк, говорит, Миша, возьми 1000 гривен по 10%. Я говорю, да, беру 1000 гривен по 10%. А потом говорит, Миша, отдай 1000 гривен по 20%. Я говорю, конечно, на. На. О, классный гиперболоид получился, а? Вы спросите, а где здесь экономика и посполитая? Как где? Там же где парные органы. Вы прослушали краткий курс экономики Украины. Потрясающе. Мы начали с газовых хранилищ, да. Помним, Да. скорбим. Да, ну давай дальше. Поехали. Начали с газовых хранилищ. Миш, ну, как бы День России обойти стороной мы не можем. Путин прибыл в госпиталь вручать награды. Прибыл, высказался, да, сказал, там, поздравил с Днем России раненых. И еще, как бы, параллельно, сегодня же очень примечательный день, ну так, по крайней мере, его пытаются обставить. Вот эти республики, которые Путин признал, они впервые День России отмечают. Ну, что является, конечно же, ложью, потому что мы помним там и год назад, и там, ну, и раньше, да, что, ну как это, впервые День России, все рассказывают, впервые празднуем вместе с Россией. Но на самом деле нет. Но тем не менее. У меня вопрос в связи с вот этим сегодняшним достаточно важным днем с точки зрения того, что как подарок ко Дню России фигурирует сразу несколько населенных пунктов, которые вот уже точно с видео, фото освободили вооруженные силы Украины. И закручивается дискуссия. Так побегут, не побегут? Задача ВСУ, чтобы побежали? Или это все будет вот так по чайной ложке двигаться дальше и освобождаться? Ну, а как бы самый главный, наверное, вопрос – это потери, которые все обсуждают во время вот этого поступательного движения. Складывается впечатление, что Путина все устраивает. Он сидит и ждет, пока, ну, условно, наступательный потенциал уменьшится. Будет закидывать дальше свои вот эти оборонные редуты новыми и новыми мобилизованными. Кто выжил, приедет, как сегодня в День России, наградит. Ну, а как бы наша армия будет стачиваться об вот этот, скажем так, оборонный редут. Достаточно тревожные мысли, особенно если полистать западную прессу. Какие у тебя? Да. Ну, давай так, я даже не знаю, с чего тебе начать. С хорошего или с плохого, да? Я, вот сижу, чешу репу и не могу вспомнить. Простите, ради бога, плохая память на фамилии, даты и цифры. Как фамилия этого кадра, который первым совершил кругосветное путешествие? Он на кораблике выплыл с Испании, по-моему, через Португалии, прокрутился вот так вот и вернулся в ту же точку. Вот. Потом появился, жил такой себе Евклид. У Евклида была геометрия на плоскости. Ну, то есть параллельно они пересекаются, ну и так далее, там, до бесконечности. Вот. А потом появился какой-то кадрила, значит, и взял и придумал, оказывается, есть геометрия на шаре. Представляешь, вот гад. Вот. Он, видимо, вот этого товарища, который через Португалию, откуда он выплыл, значит, прокрутился вот так вот, через земной шар. И понял, что если ты выдвигаешься в каком направлении бы ты не выдвинулся из там товарища из Лиссабона, да, вот, ты все равно в Лиссабон вернешься, если ты прокрутишься, да, ну вот так. Вот. Это называется геометрия на шаре. Поэтому, мой друг, в какую бы сторону ты не выдвинулся, ты по итогу через год вернешься в точку, откуда ты выдвинулся. Потому что мы живем на шаре. Геометрия такая. И я где-то даже в телеграм-канале грустно шутил, говорю, ребят, вы знаете, я могу не писать новостей вообще. Я просто буду заходить и смотреть, что я писал год назад, постить у себя, и вы никакой разницы не ощутите.
Да, конечно, самые хитрые пони, они начнут чесать гриву и спрашивать, а что это было, если мы вернулись через год в ту же точку, да? Но я отвечать на этот вопрос не буду, ну, потому что, ну, мыслительная деятельность у поней в голове, она должна как-то развиваться, да? Вот, ясно. Это первое. Теперь второе. Ну давай уже тогда закончим мысль, почему так. Значит, давай я тебе объясню. Скажи, пожалуйста, есть ли реальный ресурс с учетом выборов в США, с учетом цикла выборов, который начался в Европе, с учетом финансовой системы и всего, ну, всего, что в мире происходит, ну, если мы не розовые пони с тобой, мы уже забыли про репарации и похоронили их под контрибуциями. А как долго еще будет оплачиваться этот праздник жизни? Не помнишь мне? Не надо быть сильно в розовых очках и понимать, что это вечно не будет. Вот. Поэтому все это идет уже к какому-то процессу, ну, вот. Судя по действиям финмониторинга, Национального банка, вот, и других, расплачиваться за это будут посполиты. Ну, под видом, естественно, требований МВФ. Ну, значит, праздник заканчивается. Да и 2 миллиарда, как мы с тобой говорили, выделили где-то через 2 года они появятся. У нас есть всего две рукоятки, да, финансовая, просто глаз зачесался, нам показали, да, и военная. Плечо, да, широкая. плечо зачесалось, да. Да, Мгм. да, плечо зачесалось. Все, других рычагов нет. Ага. Ну, появляется третий, да, парные органы у посполитых, оплата, вот, финмониторинги, там что там еще в Национальном банке. Ясно. Угу. То есть, если этот праздник не вечный, то что-то надо как бы... А теперь, внимание, вопрос. Куда бы ты ни пошел с этой точки, скажи мне следующее. Русские из трусов выпрыгивают, им по случаю Дня России, ну, я-то это говорил у тебя в эфирах раньше, я это назвал военное событие и связывал его с Бахмутом. Я говорил, что обе стороны выравнивают линию соприкосновения. Для чего? Для того, чтобы потом и те окопались, и те, ну и Первая мировая, ну, окопная война, то есть давайте, ну, дальше понятно, да, дальше появляются Бразилия с планами мирными, эти Индонезии с мирными планами, Ватиканы, кстати, опять сказали, да, что едут, кто там еще, Африки, русские, ну и все, короче, все кому, Китай и так далее. Минск-3 на шпинделе этого, как его, Штайнмайера. Это же ничего нового. Ага. Появляются они, ясно. А зачем они появляются? Ну, потому что как бы нужно определяться. Гештальт 1.0 мы подписываем по причине отсутствия клеточек. Первая мировая, значит, это окопная война. Или переходим к гештальту 2.0. Ну, то есть никто тянуть кота за Фаберже не будет. Значит, а теперь внимание. А как можно не тянуть, ну, то есть как можно нагнуть Европу? Очень просто. Европу можно нагнуть путем демонстрации техногенных катастроф, которые неизбежно накроют их. Ну, то есть по любасу. Это ж только начало. Ну, только начало, да. Вот. И заметь, никто на это не среагировал. Все, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, Да, это да. просто, Ну, там, ай-яй-яй. многие смеются, Даже не что глубоко. Зеленский в шоке, да, тут Да все в шоке. пол Украины в Ну, шоке, вот мои знакомые все в А, шоке. Я повторяю это, озабоченность не самая глупая. я повторяю это вот, ну, несколько раз уже в нескольких эфирах у себя на канале. Товарищи мои отмечали день рождения, ну, там не громко, ничего, просто собирали гостей, отменили все после вот этого, потому что Конечно, это, все в шоке пребывают. дружище, ну, это покруче ядерной бомбы, то, что учудили там. Это покруче ядерной бомбы. И что, и все сидят, языками цокают, Зеленский выходит, говорит, вы что, охренели, а они даже не глубоко, ну, как-то не очень глубоко мы озаботились, да? Хотя все понимают, о чем речь. Угу. А ты что думаешь, в Европе это не обсуждается? Еще как, но только эффект другой. В Европе это обсуждают, простые. Говорят, слушайте, а что сделать, чтобы это уже плевать на все? Просто вы должны это закончить, ясно? По-любому как. И это же политическое давление на политиков в Европе. А напрямую очень просто. Выходит Путин и говорит, друзья мои, а завтра вы повоюете лично. Все. Ну, говорят, да как, ну НАТО не хочет. Говорит, ну, а придется. А потом выходит Расмуссен и говорит, да, слушайте, точно. Надо страну, помните? Говорит, Расмуссен такой выходит, говорит, у вас там анархист какой-то есть. Вы над ним ржете, а он взял, рассказывал вам, что цель Гештальта 2.0 вовлечение напрямую одной из стран НАТО без НАТО. Говорил такой анархист? Говорил. Вы ему крутили у виска? Ну вот, зря. Выходит Расмуссен, говорит, Миша прав. Так и будет. А теперь мы вспоминаем, а куда же это может зайти? Под точку стыка 3 границ, которую русские демонстративно недавно подорвали. Помнишь? Ну, типа так, для красоты. Угу.
Фукуямы, Киссинджеры частями, Западная Украина, Дуги. Ага, да как-то оно все в одну точку сходится. Угу, ясненько. Значит, мы начинаем понимать, что Путин выходит и говорит, слушайте, ну, что кота за хвост тянуть, да? Давайте я уже ракетой шмальну, да. Ну, вы или сами заходите, ну, то есть, как вы там, Расмуссен, ты пацан или нет? Пацан сказал, пацан сделал, заходи. Вот. Польша там, кто там еще? Эстония обязательно. Вот. А если нет, так мы ракетой шмальнем. Ну, хотите по вам, хотите не по вам, ну, какая хрен разница. Ну, то есть, как бы, оно ж роли не играет. Смысл-то такой, да? Важно очень следующее. В Гештальте 2.0 обязательно, по-любому, лично одна из стран НАТО, дробь Европы, будет втянута в войну с Россией. Ну, а что вы там сидите вот это за углом, подгавкиваете? Не надо, выходите, не стесняйтесь, спойте нам на сцену. Что ж тут неясного, да? Как ты думаешь, сильно Европа побежит петь на сцене, а? Ага, ясно. А с другой стороны, второй рукой, их техногенными катастрофами, представьте, ветер на вас подул. Ну, бывает, ну, подул и подул. Ну, как бы вот так сложилось. Ага, а если Гештальт 2.0 откроется в Европе? По-взрослому. Скажи, пожалуйста, что сделает Китай без войны сразу в Тихоокеанском регионе? Напомни мне. На Тай начинается, на Ванька заканчивается. Тайванька. Вот такая Тайванька, да? Тайванька. Вот, раз, значит, как только товарищи в Европе решают вместе с США, там же без США никак, значит, решают, что нужно открыть Гештальт 2.0, ну, что его, вот это, Минские 3 всякие, дайте Гештальт 2.0. Давай, откроем Гештальт 2.0, втягиваем. Тут же включается план ФРГ ГДР, с которым спал и видел Путин. Помнишь, мы в марте об этом говорили? Было дело. Ага. Вот, и тут Киссинджеры такие, Фукуямы, это все сходится, да? По-доброму или не по-доброму, уже какая хрен разница. Давайте открываем Гештальт 2.0, а в это время Китай, поскольку Гештальт-то уже 2.0 открыт, ядрите, это уже мировая война, потому что где больше двух наливают слух, вот, там уже третья и четвертая появится. Это же мировая война, отлично. А в это время, товарищи китайские, что делают? Мирно присоединяют Тайваньку. Тайванька домой, домой, все, хватит гулять. Ага, то есть получается растяжка. Угу. То есть либо США теряют Тайваньку по любасу, либо закрывают Гештальт 1.0. Удивительно рядом. А это все на фоне выборов в США. Кстати, о чем ты меня спрашивал? Про геометрию на шаре, да? В какую сторону пойти? Ага. Туда пойти, туда пойти, туда пойти. Да ходи куда хочешь. Через год ты все равно вернешься в эту точку. Ну, сейчас уже чуть быстрее, потому что количество путешествий ограничено. Понимаешь? То есть вот для всех, кто не понял, глобальный расклад. Угу. Ясненько. Так, а что у нас с НАТО, напомни? Там был Тайванька, а тут резиновая Зина, да? Повысить. У нас, оказывается, есть Рада доброчестности. Рада доброчестности при НАТО у нас есть. Называется Совет НАТО Украина. Совет. Его хотят повысить до уровня... Нет. Комитет. Я их путаю. Комитет будет советом, да. Комитет будет советом. Ну, а могли сделать совет комитетом. Понимаешь, это серьезное мероприятие. Вот, в общем, там резиновая Зина, значит. Ясно. Там Тайванька, там резиновая Зина. А тут мы ходим куда ни пойди, оно как бы в точку А. Ясно. Значит, что вопрос заключался в том, что же происходит. Происходит очень простая вещь. Происходит простая вещь. Ты фильм «Иван Васильевич меняет профессию» смотрел? Ну, чтобы 2 раза не ходили. Да. Пускай Казань возьмут еще, да. Так взяли уже. Так, что 2 раза ходить? Это они поспешили, наверное. Понимаешь, все это грустно, на самом деле. Но есть в этом всем и позитивная новость. Только что вы прослушали краткий курс мировой закулисы. Я тебе скажу честно, это все было понятно еще 2 года назад. Тут не надо быть Вангой, знаешь, это человек, который не учил в школе физику, для него весь мир полон открытий, понимаешь? А люди, которые учили в школе физику, для них это все было понятно 2 года назад. Они могли все эти линии расписать тогда. Но поскольку умных у нас не любят, называют их зрадниками, выгоняют там и так далее, а дурачье всякое приходит и разводят на бабки, ну, в вышиванке, прячут значок. Комсомольский это был у других. Этим даже комсомольский значок не доверили. Вот. Ну, в общем, вот так как-то мир устроен. У нас тоже. Ну, к чему я веду? Понимаешь, в чем дело? В марте произошло то, чего не ждал никто. Я честно тебе скажу, у меня очень много моих друзей, ну, пусть это будет не буквально, хотя, может быть, и буквально. Почти в тапках, вот один из них, вот он в резиновых вот этих вот тапках на зима. Я образно говорю. В носках пошел за Болонью он был. 24 числа он уже был там.
Просто он по-другому не мог поступить. В ТРО, да. Сегодня его, ну, на днях, ему дали пару дней отпуска. Мы ему помогали весь этот год, его подразделению. Менялись подразделения, мы оставляли другим, снова собирали. И так по кругу. Его наградили крестом. Вид знаку из Залужного. Он плачет сегодня. С ним разговаривал утром. Он плачет. Он говорит, я купил 60 гвоздик. Я объездил 3 кладбища. Мне не хватило 2 гвоздики. Я с каждым говорил. Говорит, я бы отдал этот крест за хотя бы одну жизнь. Ну, я еще под впечатлением этого разговора с ним. Я очень рад, что он остался жив. Я все понимаю вообще, что происходит и как. Понимаешь, в чем дело? Но такие люди, как он, сломали мировую закулису. Я бы и гроша, наверное, не поставил на то, что ну, вся мощь России в то время, начало марта, знаешь, вот армада идет, а волонтеры, простые люди. Тогда еще не было этих волонтеров. Простые люди, ну, волонтерили. Чужие, русскоязычные, украиноязычные, польскоязычные, неважно какие язычные, все собрались, православные всех конфессий и так далее, и начали поддерживать тех вот таких вот пацанов, которые тогда просто вот, что называется, с профсоюзного офиса юристы пошли воевать. И они сломали закулису. Как ты думаешь, эти пацаны сегодня смогут сломать те все планы, которые мы с тобой обсуждали ранее? Нет, ну если они едут по минному полю на танке, то вряд ли. Давай скажу так тебе. Нет, ну погоди, вот CNN сегодня вот пишет, там 16 Брэдли потеряли. Опять-таки, это все Запад, там Вашингтон-Пост, CNN, мы вот это. Слушай, да сраки мне ваши Брэдли. Давай я тебе попросил. Возникает вопрос, да, а куда вы едете? Кто их направлял именно так? Давай по-честному 2-0. Вот сейчас отвечу на твой вопрос. Давай по-честному 2-0, да? Скажи, пожалуйста, контрнаступление, оно связано с потерями? По-любому, если там сильнейшая линия обороны. Ясно. Это прогулка по лесу или с замагнитиками, или это потери какие-то будут? А без него можно обойтись? Я сомневаюсь. А теперь, когда 3 фактора сошлось, давайте понимать, что да, когда ты начинаешь контрнаступление, у него есть фазы. И да, есть первая волна, вторая, прощупывание и так далее, и так далее, и так далее. Что делает инфопропаганда? Ты что думаешь, в Штатах нет пропаганды? Штаты – это лоббистская страна. Кто заплатил, та пропаганда и будет. У них запрещена внутренняя пропаганда. У них нет государственного телевидения, ну, у них есть государственное телевидение, которое, ну, финансируется за бабки государства, но... Ну, как за Такером Карлсоном гоняются сейчас, да? Это... Да, подожди, это не гос, это частный. У них есть государственный, «Голос Америки», все остальные. А ты в курсе, что телекомпаниям и любым СМИ, которые имеют поддержку государства, запрещено вещать на территорию США? Ага. А в Украине наоборот. Вот оно как сложилось, да? Ты что думаешь, там нет лоббизма? Есть. Скажи, пожалуйста, когда ты начинаешь контрнаступление, понимаешь, что там сильнейшая линия обороны, что будут потери, всегда, особенно первые, что будут жертвы и так далее. А берут, цепляются в это, вот первое, да, и раздувают это типа, вот смотри, а контрнаступление, оно уже сдохло и захлебнулось. Слушайте, да я пока что только тапком кинул, посмотреть, что у вас там. А уже орут, что все, оно уже началось, закончилось и уже провалилось. Да это все пропаганда. Это с одной стороны. С другой стороны, ты задаешь правильный вопрос. А что, нельзя было по-другому? Обязательно нужно было людей на этих леопардах и на чем там посылать на мины? Что, не знали, что там минные поля? Знали. Что, разведки нет? Или что? Это уже вопрос к командирам. Ума есть трошки? Ну, что вы делаете? Это вопрос командира. Но, друг мой, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вопросы к командирам пусть зададут военные. Ну, я же не военный эксперт, пусть зададут. Оно надо было именно так. Вот именно так. Вот пусть зададут военные, разбираются. Да, это первое. Второе, это как бы с мухами. А с котлетами без контрнаступления мы с тобой в нескольких передачах до того четко на пальцах разложили. Нет вариантов не контрнаступать. Политически и геополитически. Нет таких вариантов. А раз нет, давайте следующий пункт. Контрнаступление с потерями связано? Да. Это прогулка в лесу? Нет. Это понятно, что будет очень кроваво и тяжело. Это D-Day, по сути. Ну, по сути, да. D-Day, высадка в Нормандии. Она была успешной. Вы видели эти кадры, когда люди топились их прямо на берегу, они еще выйти не успели? Это было все в истории. Но по-другому было никак. Ну, да, в чем-то это похоже. Но
Это все равно, что взять первые кадры высадки в Нормандии и раскрутить из них инфоповод и сказать, вы знаете, вот они высадились, все, оно захлебнулось, все, короче, сворачивайтесь, все, уехали. Нет, это только начало. Вот то, что происходит у нас, понимаешь? И поэтому, с одной стороны, ты прав, я, наверное, в чем-то прав, СМИ правы, все правы, понимаешь? Но давайте четко отделять мухи от котлет. И вопросы к командирам, и так далее, и так далее. Все это нужно разделить. Но я очень против деморализации воинов. Не мы с тобой принимаем решение о том, идти или не идти, чем идти, куда идти и как. Правда, не мы. Скажи, пожалуйста, должны ли мы собрать в кулак все, что мы хотим сказать, и сказать это подушке или тут выйти в слаке, все равно не все меня поймут. Я матюками тут с балкона выскажу все. Но в эфире я скажу, что я сделаю все, чтобы поддержать наших бойцов. Не мы отдаем приказы, не мы решаем. Но если они идут, значит наша задача морально их поддержать, какими-то, не знаю, помощью волонтерской, все, что можем дать и так далее. Но было бы неправильно, если бы мы в эфире начали разводить зраду. Вообще неправильно по отношению к ним. Понимаешь? Миш, ну тут смотри, Как-то какая так. история. Ну, есть опять, да, ну, это может быть показаться конспирологией, и может, опять-таки, не стоит на этом акцентировать внимание. Но вот, например, Зеленский отвечает на вопрос по, ну, контрнаступлению. Ну, прям отвечает, говорит, там, Путину чего-то передайте, да. И как бы перечисляет, что, ну, он рука на пульсе и перечисляет, он с кем он общается, с одним генералом, вторым, одного направления, второго. И в конце, вот чуть не забывая, ну, чуть не забыл, ну, как бы в конце, или в конце для пущей важности, говорит с Залужным. Просто, когда вот в Херсоне проводилось совещание, Залужного не было. Ну, непосредственно, да, Буданова не было, да, там Залужного не было, когда он посещал позиции, встречался с генералами. Такое ощущение, что есть вот Залужный, а есть Зеленский с генералами. И, ну, вот это вот руководство операцией, вот это сейчас принципиально важный момент. При всем напоре информационном и другим, скажем так, костылям, которые пытаются выставить противники, ну, вот здесь нужно четко разбираться. Просто, ну, все же хотят победы. Я уверен, что все. Но не все понимают, что такое победа. Никто не понимает, что такое победа. Можно я первым это скажу честно? Знаешь, как мальчик, который в сказке сказал «король голый». Никто не понимает. Давай будем объективными. Если я буду месяц кричать, что мы летим на Марс, а если я веду уголовную ответственность за отрицание полета на Марс? Продолжать? Я лечу на Марс. На велосипеде. Понимаешь? Те самолеты дали? Нет. Скажи, пожалуйста, нужно закончить военную академию, чтобы понимать, что наступление без воздуха – это… Ты не заканчивал военную академию? Не. Понимаешь, что без воздуха в современном мире, да? Угу. А куда и зачем мы пошли? Фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А почему? Потому что товарищи Кемскую волость уже расписывают, понимаешь? Мы с тобой в первой части плідно поспілкувались про бабло. А ты знаешь, что когда банк горит, кредит гасится? Это посполитые, знаешь, стоят вот так посполитые, выходят, ночью, значит, бах, загорелся банк. И вот давай палить это. Анекдот про ворона же я рассказывал, да. Ворона деловито поджигала банк. Ходит и поджигает банк. И все такие выходят, ненавистный банк, он мне 4 гривны должен, а это то, и давай поджигать этот банк. И все такие, акционеры ходят этого банка, которые понабирали уже там кредитов, значит, ходят и говорят, да, ненавистный банк, больше бензина несите, жги его, кедрени матери. И все, ура, перемога, жгем банк. Потом хлобысь утром выходят, пепелище этого банка до сраки, значит. Инвесторов нету, ну каких инвесторов, этих акционеров. Они уже давно все украли, они уехали туда, куда бабки украли. Все, банк сгорел, кредит погасился. И ходят посполитые, а почему моя карточка не работает? Ой, а у меня там 17 гривен было. Ой, вот как-то так, да, мой друг? Угу.
А что еще я должен сказать? Я понимаю, что сейчас многие начнут, естественно, биться головой об стену, там, не знаю, разбивать телевизоры, кричать, что опять Чаплыга зрадник и какой-то плохой, нехороший человек. Зачем он вообще это все нам рассказывает, понимаешь? Я не знаю, зачем я вам это все рассказываю. Ну, думайте, ну, что я могу сказать. Это все было... Ну, вы же в школу ходили. Слушайте, я получал такое же образование, как и вы, высшее, советское еще. Ну, не, уже украинский. Уже поступал при советском, а уже украинский получал. Ну, школу советскую закончил. Ну, точно так же. У кого-то ученые степени есть, еще советские. Так что, вы отупели за это время или что? Или вы не понимаете вообще, что я говорю? Понимаешь, мой друг? Давай задам простой вопрос. Если Бахмут, то, что мы с тобой описывали, я говорил, что после Бахмута русские будут бегать с переворотом доски. То есть они будут говорить, все, мы типа географически, финансово, демографически, мы, короче, все цели достигли, да, все. Осталась денацификация, денатовизация и еще Ну, так этого никто не говорит, Миш. Ну, подожди. Они к миру, они кричат, что мы уже это, голуби мира, давайте поговорим о мире, мы готовы, да? А мы же, что так и будет. Значит, потому что пока с ноября месяца до сегодняшнего дня шла выравнивание этой линии, это же обе стороны, правильно я же говорю? Обе стороны окапывались, правильно? То есть они чему-то... Когда обе стороны окопались, а у одной из них нет авиации, но не пойти в наступление нельзя, потому что, ну, то есть, точку невозврата мы прошли в январе, как я об этом говорил. То есть получается, что после января, если ты попытаешься вернуться в обратную точку, ты не долетишь. Где-то на болотах разобьешься. Значит, а если ты обратно все равно не долетишь, то уже давай лететь на Кремль. Да? То есть получается, после января работает формула. Либо за звездой на Кремль, а там уж как карта ляжет, да? Либо фронта пойдет на Киев. Выбирай. Я прям не знаю, что лучше. Понимаешь? Вариантов нет. Вообще. И есть у тебя самолеты, нет у тебя самолетов. Вариантов нет. Поэтому две стороны окапывались с ноября месяца. Творчески, качественно. Готовы к этому. А поскольку вариантов нет, самолетов тоже нет. Поэтому мы пойдем пешком. Просто, вот понимаешь... Ну, что я еще должен чем... сказать? Ну, еще раз, ну, пойми меня. Блин, меня рвет на части, потому что... Давай так. Можешь отменить приказы. Ты можешь принимать другие приказы? Не можешь. Когда половина моей телефонной книжки там, на фронте. Там половина моей телефонной книжки, которая еще отвечает. Вторая половина уже никогда мне не позвонит. Я что должен сделать? Единственное, что я могу сделать, я могу их собрать в кучу, подбодрить, не знаю, дать все, что могу. Давай так, вперед. смотри. Вот меня из-за этого рвет на части. Это шизоидность. Давай в как бы менее эмоциональную, но тоже Ну, как очень... эмоционально? Я с утра с ними Нет, тоже как бы в продолжение этой темы, просто с другой стороны, да, зайдем. Понятно, что там человеческие потери, их не избежать, мы наступаем, наступающая сторона, понятно. Но а как можно вообще объяснить вот эта история, да, когда там разные эксперты, ну, военные эксперты говорят, все нормально, да, ну да, 16 Брэдли, сколько там танков, да, ладно, там 4 леопарда, 1, ну там пол леопарда, да бог с ним, ладно, бог с ним. За каждую вот эту единицу шла грызня более чем полгода, вот за каждую. И нам вот со скрипом, с вот этими всеми авертюрами немецкими. Сейчас, конечно, так немцы, ну, гендиректор Рейнметалл так улыбается, стеснительно себе, скажем так. А что стеснительно? У него на 20% прибыль выросла в 2022 году. На 30, на 20%. Миш, на 30. На 30? На 30% говорит, ну я понимаю, что это потому, что вот, ну он так улыбается потому что у него главным акционером является BlackRock. Какое совпадение, да, случайно. Так вот, нам сколько еще выскребать вот эту технику для того, чтобы восполнить потери техники? Еще раз я задам простой вопрос. Я не заканчивал военных академий. Скажи, пожалуйста, если с ноября месяца по сегодняшний день две стороны копали окопы по 30 метров глубины, если такой бой такой шел столько времени за крепость Бахмут, а по югу оно ж таких Бахмутов на каждом шагу, правильно я понимаю? Ну, по уровню обороны. А у тебя нет самолетов. Ну, знак вопроса. Ну. А с другой стороны, я понимаю политически, если ты этого не сделаешь, фронта пойдет на Киев.
А если фронда, кто-то кричит, давай фронду, да ну уже что достало. Фронду. Други мои, страшнее войны только то, что приходит после войны. Это на порядке страшнее. Вы еще этого не осознали. Ну, давай фронду. Так что делать? Значит, если мы не пойдем, фронда утопит страну внутри. А если мы пойдем, то мы все видели Бахмут и понимаем, что будет. Ну, только это наоборот. Правильно? Ну, теперь ты меня спрашиваешь про Залужного и все эти, конспирологические теории. Хорошо, скажи, пожалуйста, Залужный заканчивал военную академию, я нет. А что думаешь, он этого всего не понимает? Ты что, не понимаешь, что люди, которые... То есть война – это только деньги. Всегда. Всегда. Со времен Вавилона. Вавилон. Война – это деньги. Больше ничего. Война – это о деньгах. Ну, сидят те, которые делают деньги. Они никогда не стреляют. Они покупают дяденек, которые за них стреляют. Понимаешь? Что я еще должен сказать? Что не ясно? Но то, что ты, наверное, хотел бы понимать в этом глобальном, так вот я тебе скажу. Значит, отвечу так. Если я в эфирах буду каждый раз говорить, мы летим на Марс. Это первый пункт. И второй пункт. А кто скажет, что мы на Марс не летим, карается на 15 лет уголовным кодексом як зрадник. Все, 2 пункта. Скажи, пожалуйста, о чем можно записывать эфиры дальше? Ну, мы найдем, о чем записывать эфиры дальше. И очень благодарны всем, что подписываетесь, что ставите лайки, что пишете комментарии, что поддерживаете в телеграм-каналах тоже. Михаил Чаплыга, ссылка на Миху Анархиста в описании к этому видео. Переходите. Я думаю, что достаточно мотивации это сделать, потому что Михаил ведет свой телеграм-канал исключительно для того, чтобы помогать военным, помогать украинцам. Волонтерам. Не только военным, мы и гражданским помогаем. Волонтерам, да. Тяжело. Да. Ну, вот смотри, парадоксальная новость. В Одессе киевских музыкантов приняли на вокзале, отправили кататься по Украине, то в Житомир, то в Винницу. В общем, нашлись они в 59-й бригаде. Сами весело, задорно, в форме об этом публикуют, пилят контент. Вообще, конечно, очень интересная история, да, вот с Одессой поехали сыграть корпоратив, а их, собственно, скажем так, приняли. Корпоратив, правда, в поддержку военных, в поддержку, на благотворительность. Зачем так поддерживать? Лучше поддержите, так сказать, физически. Ну и вот сейчас они ждут там дальнейшего распределения, учебки. Доигрались, как говорится. Много сейчас вот таких моментов, когда хватают, пополняют, берут, не глядя, на медкомиссиях все здоровы, особенно если ты едешь куда-то там в другой город или там перемещаешься по стране, ты обязательно вот в том военкомате, куда тебя привезут, ты будешь здоров. Это все равно, что там в этом вроде бы как не здоров, а там все здоровы. Но это же прямое свидетельство того, на что, собственно, и надеется где-то руководство России, вот этот Путин, что, будут бросать и дальше, а мы вот будем выжидать и выстоим. Ведь это такая очень, такая страшная, с одной стороны, тактика, которую можно переломить там разве что духом, да, и каким-то, не знаю, ошеломляющим превосходством вооружений. Что делать? Как быть людям в Украине, внутри, которые вроде бы концерт хотели сыграть, помочь армии, а помогли, так сказать, участием? Скажи, пожалуйста, если я возьму микроскоп и буду забивать им гвозди, это будет грамотный ход? Очевидно, я буду плохим руководителем, да, если я буду так делать? Ясно. И микроскоп разобью, и гвоздь не забью. Ясно. Скажи, пожалуйста, если человек музыкант, и у него нет достаточной мотивации лично пойти в армию, с него толк будет? Кто-то мне сейчас расскажет, картошку чистить будут, еще что-то и так далее. Други мои, 21 век на дворе. Понимаете? Что я могу сказать? В республике граждане определяют. Мне так казалось.
Может, я ошибаюсь, конечно. А, по поводу происходящего. Я уже один раз говорил, но знаешь, я очень злой сатир. Я очень хорошо помню, когда во Львове, по-моему, во Львове, ну, где-то там, открывали памятник Габсбургам на территории какого-то военного учебного заведения. Ну, или это была полиция, чи Нацгвардия, чи... Ну, что-то такое в погонах военных. Открывали памятник Габсбургам. А я тогда сказал, вы знаете, вы, наверное, не понимаете, что вы делаете. Когда-то у нас во Львове є така, ну, так кажуть, знаешь, когда кто-то не нравится, кажут немцев француватый. Знаешь, что такое немец француватый? Это Франц Йосиф. Это Австрийская империя. Так вот, есть такая песня, она очень мне нравится, я очень люблю. Она такая закарпатская. «Кеть мне пришла карта на рукавац». Никто не понимает смысла, то есть, ну, понимают, это такое наречие, оно не очень популярное, но тем не менее смысл этой песни в том, что когда-то в Австрийской империи, значит, Украина же была частью этого всего, привет Габсбургам, чьим памятники вы открывали. Так вот, значит, они присылали повестки на село. Приходит штук 5 повесток. Им плевать вообще, кого дадут. Да хоть косого, кривого, кого угодно. 5 штук пришло на село. Это, значит, 5 рабов, 5 тел вы должны передать Австрийской империи на войну. Это ж война тогда была, Первая мировая. И эта песня, это вот эта карта, «Кеть мне пришла карта», но это приходит повестка, да? И тогда можно было эту повестку передать кому-то другому. Брату, отцу, еще кому-то. Ну, а И сейчас кто-то можно уйдет. передать через кого-то другого. Ну да, Сына, 8 дочь. лет, 8 лет Да, ребенку, да. да, пойти к ребенку 8 лет, чтобы он подписался. Папа уже год воюет, да, повестку, год папа воюет, папы нет. Мама, значит, пошла в магазин. В это время боевые товарищи из местного военкомата презрели, значит, 8-летнего ребенка и решили вручить папе, который год воюет, 8-летнему ребенку повестку под роспись, пока мама... Значит, наблюдали же, наверное, чтобы мама ушла, значит, с дома. Понимаешь, как серьезное мероприятие это проводят. Что тебе сказать? В 21 веке мы вернулись. Ну, памятники Габсбургу кто? Я ставил? А может, я рукоплескал, когда все это делали? Не? Ага. А мы республику строили, да? Я так приблизительно припоминаю 91 год. Угу. Ну, что я должен тебе сказать? Ну, что уже можно сказать? Все понимают. Ну, вот так. Знаешь как, единственное, что я тебе могу сказать, это нужно сделать так, то есть гарантировать, что любой чиновник, который принимает решение, любой, его семья, если ты идешь на госслужбу, вопросов нет, если ты принимаешь такие решения. Значит, любой твой выезд в течение следующих 15 лет из Украины будет расценен как измена Родине. С розыском по всему миру. Понял? Все. И ты находишься в течение войны. Полный запрет на выезд тебе и твоим родственникам. Все. Если у тебя есть финансы, если это война, если ты частное лицо, делай, что хочешь. Если у тебя есть финансы, они находятся за границей, ты уходишь вообще просто по законам военного времени, ты уходишь и становишься частным лицом. Идешь рядовым на фронт. Все. Если у тебя где-то деньги есть, значит так за рубежом. Или бизнес за рубежом и так далее. А по-другому ты никак не решишь. Потому что решение принимает элита. Если элита не прикована наручниками к народу, о чем мы говорим? Да, Все. да. Вот и все решение. Элита наручниками к народу не прикована. Скорее наоборот. Да? Народ прикован. Скован одной цепью. Да, скован одной цепью. Ну, для того, чтобы как бы не на таком миноре завершать сегодняшний наш разговор, Миш, ну, это просто фантастика. Ну вот, я хочу сказать, что я сколько там лет журналистики, но это фантастика. Новость. Ну, это все на полном серьезе. Белый дом. Экстренно туда прибывает команда стоматологов, сообщает терапевт Байдена доктор Кевин О'Коннор. Президент США утром пожаловался на зубную боль. Рентген показал, что проблема в корневом канале нижнего правого премоляра. Врачи провели лечебную процедуру, которую Байден перенес хорошо,
без осложнений. Президент продолжает ощущать дискомфорт. Лечение завершат в понедельник, отчитался О'Коннор. Западные агентства передают новости зубной боли Байдена с пометкой «Срочно». А что же такого важного должен был делать Байден с зубной болью? Он должен был встречаться со Столтенбергом и обсуждать принятие Швеции в НАТО, а также Украину. Но, как пишут другие издания, ряд встреч и работы были отменены. Знаешь, что я кричусь? Слава тебе, Господи, что к нему команда проктологов приехала. Я прям вижу эти заголовки, понимаешь? Ну ладно, проктолог, если бы они зуб там шли. Дружно, ну тут можно только посмеяться. Ну хочешь, я тебе хорошую новость скажу? Я хочу сказать спасибо офису омбудсмана Ирке Сусловой. Она будет на меня злиться. Я говорил, она сказала, что про меня не называй. Она молодчинка. Помнишь пацана, который Цоя пел во Львове? А я хочу сказать спасибо им, потому что они заслужили этого как институцию. И знаешь, кому еще сказать? Одесской службе по делам несовершеннолетних. Вот, если можно, это действительно будет позитив. Потому что я вот просто восхищен. Это классно. Так вот, глава Одесской службы по делам детей Юлия Никандрова. Ребенок приехал во Львов с паспортом, с деньгами в гости к другу. Вы решили, не будем говорить, кто вы, Пипа, решили пропиариться за его счет. Устроили шоу, вызвали полицию. Внимание, угрозами полиции директора приюта закрыли ребенка как нарушителя. Чтобы проучить, полиция оформила акт найденного ребенка. Что? Найденного? В 17 лет? Директор приюта честно призналась, что вы устроили скандал, Пепа, депутат. И отказать вам она не смогла, сообщила Никандрова. Честно, это дорого стоит. Стоит дорогого то, что, когда я разговаривал с его братом, когда Саша там был, мы обсуждали разные варианты, как Сашу освободить. Я говорю, вы знаете, давайте будем идти, тем вариантом, которым я советовал. Все по полу, то есть с обращениями, с реакцией, рефлексией, то есть все, чтобы было, чтобы комар носа не подточил. Говорю, потому что я не уверен, как потом среагирует Одесская служба по делам несовершеннолетних. Допустим, мы проломаем систему, все сделаем, а потом же там. И мы с ним разговариваем, потом я говорю, ты знаешь, а я в душе верю в Одесскую службу, вот сам себе противоречу, то есть сначала засомневался, потом говорю, в Одесскую службу верю. Там адекватные, нормальные люди. Как в воду глядел. Да. И я хочу сказать спасибище Одесской службе по делам несовершеннолетних, по делам детей. Молодцы. Пусть каждая в нашей стране так служба будет, как Одесская. Просто спасибо. И еще раз офису омбудсмана, молодцы. Сработали так, как должны были сработать. А все остальное, поверьте, это не про Цоя, это про работу государственной системы. И я честно тебе скажу, надежда есть. А к Пипе стоматологов. Срочно. Экзорцисты. Миш, спасибо большое за твое время и твои мысли. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Берегите себя. Увидимся обязательно. До скорого.